Добрый день, друзья! Вчера во время онлайн-концерта, цифрового концерта Димаша, который показывался на БИС, в конце была премьера клипа на песню «Golden». И хочу сейчас записать отдельное видеореакцию на этот клип. Вчера в прямом эфире мы очень много обсуждали на эту тему, но это было по горячим следам, эмоциональная реакция. И вы уже написали несколько разных мнений по поводу этого клипа. Если вы его не посмотрели, то прямо сейчас нажмите меня на паузу и зайдите на официальный канал Димаша. И этот клип уже есть на его официальном канале. Посмотрите, как раз поможете Димашу раскрутить этот клип на ютубе. И потом возвращайтесь ко мне. Я оставлю ссылочку в описании на этот клип. Ну что, давайте попробуем посмотреть таким обычным взглядом на этот клип. Буквально. Посмотреть буквально на него. Что же мы увидели? Мы увидели, как двое людей, парень и девушка, проникают тайком в какое-то секретное хранилище какого-то там влиятельного человека, крадут у него деньги. За ними, соответственно, пускается погоня, они убегают, в них стреляют, они стреляют, причем девушка из пулемета. В итоге девушку ранили, парень приносит девушку какому-то знакомому врачу, тот пытается ее помочь, но тут, значит, облава, его накрывают, и парень вынужден бежать. Потом он едет в автобусе, входит, значит, в какой-то свой защищенный аккаунт и украденные деньги раздает людям. И люди получают на свои счета большие суммы денег. И вот потом он идет спасать свою девушку, и вместе с ним идут спасать все эти люди, кому он помог. Вот если без всяких красок описать то, что мы увидели. И вот смотрите, сейчас можно на простом примере посмотреть, как эту картинку можно посмотреть под разными углами и получить два совершенно разных мнения. Итак, что же мы увидели? Первое мнение, что, значит, воры пробрались в секретное хранилище, украли деньги, чужие деньги. Значит, потом они отстреливались, то есть как бы это оружие. Не знаю, там в кого-то попали они, не попали, но девушку ранили. Значит, герой девушку пытается спасти, но, значит, облава накрывает, и он эту девушку бросает и убегает, чтобы спасти свою жизнь. Не борется за нее до конца. И потом он эти деньги, значит, раздает другим людям, и люди, получив эти деньги, значит, из-за этих денег пошли ему помогать. То есть, грубо говоря, он их купил, и люди пошли ему помогать спасти эту девушку. Вот как бы такой обыденный взгляд на то, что мы увидели. То есть можно трактовать это так. И найти кучу негативных моментов, найти кучу вещей, от которых можно возмутиться. Там он бросил девушку, да, отдал ее в руки, значит, этих людей, которые за ним. Но опять же, люди же спасали свои деньги, они, наверное, имели право преследовать их, да, потому что они же воры. То есть при желании можно найти кучу негатива и кучу вещей, за которые можно зацепиться и, соответственно, раскритиковать и выбросить в это пространство кучу негатива, посмотрев этот клип. А теперь давайте посмотрим с другой стороны на этот клип. Давайте попробуем чуть-чуть поиграть в ассоциации. Вот чуть-чуть поиграть в ассоциации. Во-первых, обратиться к названию этой песни. Песня Golden, то есть по-английски золото, золотые. И в данном случае Димаш здесь поет про нас, что мы все золотые. Почему золотые? Опять же, подумаете вы. Ну, как бы золото — это, опять же, какие-то наши материальные блага. Но если вы на секунду задумаетесь, то вы поймете, что наш физический мир и наш духовный мир — это точное зеркало.
То есть наш духовный мир — это в точности зеркалит наш физический мир. И наоборот. И, скорее всего, наоборот, наш духовный мир дает отпечаток на наш физический мир. И мы на физическом мире совершенно видим точную копию того, что происходит на нашем духовном мире, на нашем энергетическом мире. Ведь что такое золото в физическом мире? Это самый дорогой металл, самая большая ценность, материальная ценность на этой планете. И все меряется так или иначе, все деньги так или иначе мерятся в золоте. То есть у кого больше золотой запас и так далее. А что такое золото в духовном плане? Какой в духовном плане самая ценная энергия? Ну, конечно, это любовь. И здесь можно совершенно точно поставить равенство между золотом в физическом мире и любовью в духовном мире. Это две самых большие ценности. Одна ценность в энергетическом мире, в духовном мире, другая ценность в физическом мире. И давайте посмотрим на Димаша. Что же Димаш делает? Вот сейчас в физическом мире, уже не в этом клипе, а вот на самом деле, что Димаш делает? Что вы чувствуете, когда вы слушаете его песни, когда вы смотрите на него? Что он нам дарит? Он дарит нам любовь. И если мы дальше продолжим играть в эту ассоциацию, то совершенно понятно, что клип снят в таком сюрреализме, таком киберпанке. То есть это такая специально обостренная реальность. Мы видим, как живет мир, как там люди одеваются. То есть такая абстракция очень мощная. И совершенно понятно, что под образом денег, то есть он людям дает самое ценное. И мы с вами сейчас выяснили, что самое ценное в физическом мире — это золото, а самое ценное в духовном мире — это любовь. И если мы начнем проводить вот эти параллели, то мы понимаем, что Димаш дарит людям любовь в этом клипе. И люди, получив от него любовь, отвечают ему тем же. Они идут и вместе с ним спасают его девушку, и тем самым дают отпор тем людям, которые у нас эту любовь отняли. Ведь не деньги они у нас отняли, а любовь. Этот мир нуждается в любви. И мы с вами все истосковались. И почему мы так привязаны сейчас к Димашу? Потому что он дает нам то, чего мы не можем получить на этой планете уже давно. И вот мы с вами сейчас сделали два совершенно разных разбора. Мы сделали разбор такой, как это сказать, посмотрели прямолинейно на клип, да, ничего не пытаясь там ассоциировать, и посмотрели с более духовной стороны на этот клип, какую же ассоциацию он нам дает, о чем он нам дает задуматься. И мы получаем две совершенно разные картинки. Одна абсолютно негативная, и можно найти там кучу еще негатива, другая абсолютно позитивная. И здесь главный вопрос. Какую версию выбираешь ты?